again. It's a rich thing. А здесь уже жесть начинается. Ну что, ребята, сейчас мы идем в самое опасное место Ганы. Приехал в Гану, и сразу же в аэропорту Ганы с нами произошел, ну скажем так, мягко говоря, примечательный случай. Официальные секьюрити аэропорта в форме, все как положено, показывают нам девушку, которая тоже работает в секьюрити, и говорит: смотрите, какая она красивая. Вам нравится? Вам она нравится? Да, типа она нравится. Хотите, она к вам сядет и в машину посидит? Да. Посидела с нами, пообщались с ней буквально там пару минут. Девушка уходит, и эти секьюрити начинают требовать у нас деньги за то, что как бы они ее нам подогнали до знакомства. Ну и что из этого знакомства выйдется? На наш отказ платить деньги они стали возмущаться. После того, как мы достали телефон, чтобы фиксировать все происходящее, там большая часть охранников испарилась, а остались только те, которые как бы все это дело заварили. Ну, в общем-то, мы как бы с этого места уехали, но сама ситуация очень показательна. То есть это не просто где-то там в подворотне нам предложили девушку, а это конкретно в международном аэропорту Ганы и официальные охранники этого аэропорта. А сейчас, ребят, я вам покажу жилье, в котором мы живем. По сути, это обычный стандартный жилой дом в Гане, ее столице, в котором живут обычные люди. Вот такой вот дом. И здесь у нас даже на первом этаже находится детский садик. Где там детишки? Вон и детишки. В общем-то, вот такое жилье. Вот здесь, по сути, ванна, туалет, кухня. Вот такое вот жилье мы, по сути, занимаем вот эту всю часть этажа. Закрушен. О. В общем, вот так вот все это дело выглядит. Но по сути три комнаты. И все это дело стоит $130 в сутки. Единственный минус, по крайней мере для меня, здесь реально очень жарко. То есть вот эти вентиляторы, которые работают, они охлаждают, но слабо. Постоянно живешь при повышенной температуре. Еще минус в том, что в 5 утра оживает город, и все звуки, короче, могут не давать тебе спать. Если ты слишком чувствителен к городским шумам, то это может быть проблемой. А окна закрывать, здесь вообще, короче, от жары тогда сдохнешь. В общем, вот такая вот ситуация. Вот так живут обычные граждане этой страны. Стандартный дом. Ну что, а сейчас пришло время посмотреть сам город. И, пожалуй, мы начнем с его центра. А далее будем перемещаться, на мой взгляд, в наиболее интересные места столицы Ганы Акры. Сейчас мы находимся на площади Независимости, на которой находится Арка Независимости, которую венчает черная звезда, символизирующая борьбу с колонизаторами. Центр Акры вполне себе цивилизованный город и вполне себе с дружелюбным населением, в отличие от многих африканских стран. А если Акру сравнивать со столицами тех стран, которые я посетил в данном путешествии,
то Акра выглядит вообще центром цивилизации. Но Акра очень многообразный город. И уже в нескольких километрах от центра начинается совсем другой мир, что мы с вами в дальнейшем и увидим. И вот, собственно говоря, практически в пешей доступности от площади Независимости начинаются такого рода пейзажи. В общем, вот так вот выглядят эти трущобы внутри. Сувенирные магазины. Добрый день. Добрый день. Там-там? Ну а сейчас местные вежливые ребята все-таки уговорили нас зайти в один из сувенирных магазинов. А далее один из местных парней за определенную плату подрядился к нам показать то место, в котором он живет. Трущобы столицы Ганы, Акра. И местный парень взялся нас провести по этим местам. Сейчас пройдемся, посмотрим, что здесь есть и как люди живут. Ну-ка, а здесь у нас... В предыдущих своих видео я уже говорил, что в Сьерра-Леоне у меня сломалась моя GoPro. Но мой попутчик дал мне свою экшн-камеру, которой мне пришлось впоследствии пользоваться. Но у этой камеры была своя специфика, которую я не сразу понял. То есть камера могла зацепиться за какую-то верхнюю или нижнюю точку и, по сути, снимать небо или землю. То есть, грубо говоря, ты можешь идти и снимать видео и думать то, что у тебя нормальный ракурс, а на самом деле ты снимаешь небо. Я, конечно, поудалял много таких моментов, но все равно, ребят, за некоторые кадры не обессудьте. Yes, Ghana. Yeah. Ghana for world. And you're welcome. Nice to meet you. Let's make... Понять, Африка, Лен, Африка, что ты хотела? Терпи. Козьей шкурой выделенное. Да, и прям пахнет так, именно так и пахнет. Азы. Nasıl dedin? Maçıyorum kamera onu. Ama çok iyi beceremem. Ой. Магазин за решеткой. Наверное, неспроста. Hello, you have drink? Зашли в местный бар, вот смотрите, здесь такой рацион, в принципе, неплохой для трущоб. Серег, плясать будешь? Молодец. For me gin and Sprite cold. Gin and Sprite. Yes. Но я ему купил, целую бутылку дал. Вот на. Мешай. Окей. One. Для тех, кому интересно, сообщу. Одна порция местного джина, это примерно 50 грамм, стоит около 12 рублей или примерно 17 центов. Далее с нашим провожатым мы пошли снова прогуляться по данным трущобам, чтобы поближе познакомиться с местным населением.
Также отмечу, что это лайтовый вариант трущоб. Жесткий вариант трущоб мы увидим чуть позже. Под предыдущими моими видео из данного путешествия Гвинея, Сьерра-Леоне и Либерии многие зрители спрашивают: ну нафига ты вообще поперся в такие страны? Было бы гораздо проще, дешевле и интереснее побывать, например, в Гоа. Предвижу, что подобные вопросы возникнут у некоторых и сейчас, поэтому отвечаю. В Гоа, а также во многих других местах Индии, Турции, Египте и Таиланде я уже побывал, и не раз. А также я делаю отличие между путешественником и туристом. Путешественнику, в отличие от туриста, интересно посмотреть и окунуться в жизнь во всех ее проявлениях, а не только увидеть стандартные достопримечательности, которые можно посмотреть и так на куче разных открыток. В то же время я ничего не имею против пакетных туров, когда это интересно и выгодно по финансам. Так же, как вы сейчас можете видеть, проблем с фото- и видеосъемкой в данном месте практически нет никаких. А если это кому-то не нравилось, человек просто говорил об этом, и не более. Для сравнения, в Либерии за подобное в лучшем случае потребовали в жесткой форме $20. Говорю об этом уже исходя из собственного опыта. А сейчас мы с вами побываем в одном интересном месте. И подобных мест, наверное, больше нет нигде в мире. В Гане есть район, в котором находятся мастерские. Мастерские по изготовлению гробов. И это не просто стандартные гробы, а гробы могут быть совершенно неожиданных форм. Например, в форме животного или в форме ботинка. Мода на такие гробы в Гане возникла совершенно случайно. В середине прошлого века один из ганских правителей, чтобы сделать свои выступления более эффектными, заказал себе носилки в виде орла. Носилки прибыли в день похорон правителя, а родственники восприняли это так, будто бы правитель хотел, чтобы его похоронили в этих носилках. Так и сделали, а сверху прибили крышку. А вот это мы не сразу поняли, но оказалось то, что этот гроб в форме мороженого. Не, я не хочу. В среднем на изготовление гроба уходит примерно 2 недели. Вот в частности, конкретно по этому гробу заказали гроб в форме грузовика. И на изготовление именно этого гроба уходит примерно 2 недели. То есть это конкретная цифра на изготовление конкретного гроба. Это гроб в форме льва, гроб в форме рыбы. А это обычные стандартные гробы. Форма гроба может отображать то, чем человек занимался в этой жизни. Например, форма ботинка говорит о том, что человек ранее работал сапожником. Или, например, то, что человек хотел добиться в этой жизни, но не смог. Например, он хотел автомобиль. Значит, форма гроба будет в виде автомобиля. И так далее, и тому подобное. На изготовление одного гроба уходит около 2 недель. А его стоимость равна около $1000. Для многих людей в Гане это годовой заработок. Но близких умершего это не пугает, так как на гроб скидываются все родственники. На мой взгляд, довольно-таки необычная традиция, о которой в других странах я ни разу не слышал. Изготовлять гробы подобного плана в форме различных повседневных вещей, или животных. А сейчас мы с вами побываем еще в одном интересном месте города. Это район Джеймстаун. Район Джеймстаун является одним из старейших районов Акры. Община здесь организовалась еще в 17 веке, около британского форта Джеймс. Прежде всего, район интересен рыбацкой деревней, которая расположилась прямо на берегу океана. Рядом с деревней находится маяк. Мы, наверное, совсем кратенько пробежимся по этому месту, так как у меня есть отдельное видео про него, которое длится более 20 минут. Кому интересно, посмотрит. Сейчас я приехал на рыбный рынок. Прогуляемся по нему, посмотрим, что здесь продают местные жители. И я так просто уже вижу, здесь не просто рынок, и здесь люди живут. Короче, идем, смотрим, я вам это все показываю. Рыбный рынок, но запах, да, конечно, специфически присутствует. Вот такая здесь рыба. Не знаю, кому-то, может быть, нравится. Смотрите, ребят, в общем, здесь вот такой вот плакат.
Кто не знает английский, я сделаю примерный перевод. То есть здесь будет реконструкция, которая этот рынок сделает очень крутым. Но, судя по плакату, ему уже не 1 год, он там поржавел. Как бы с места ничего не двигается. Ну, зато колоритность не исчезнет. Bar. Local bar, drinking. Local bar. bar. Здесь local bar? Пойдем посмотрим. Короче, тут это местный бар. Ну мы что-нибудь купим. Bar? Bar. Okay. Окей. You buy something there. Maybe one beer. One seed. Вот он местный бар. Холодильника здесь нету. Yes, he's bringing beer. House. Можно посмотреть, как они там живут? Can we go to inside and watch it? No. Нельзя. When you go there, unless you pay. How When much? you go there, unless you pay like 20 cents. You know, so don't follow me, Papa. That's a room. В общем, смотрите, ребят, как живут здесь люди. People sleep. Give money. I'll pay after that. I'll pay after that. You give me. В общем-то, вот так вот. Ну, смотрите, ребят, в этой деревне даже есть своя маленькая достопримечательность. Небольшой водопад. Переезжаем. Остаемся здесь, да. Покупаем квартиру. Остаемся зимовать. Да, здесь будет все очень дешево. Вот местные девушки. Красавицы. Мне сказали, я Ну, Здесь ты сравниваешь просто королева. королева есть королев. сказала бы везде, короче. Opa, no mean for everyone. I touch you no one for. How many party in them? See party in them. Надо не обращаться. Ну да, вообще кошмар. Где? Вон. Бьюти-салон. Салон красоты. Здорово. Сарай, блин, и картинки налеплены. Ну что же, давайте разбавим наше путешествие красивыми видами, пляжами и девушками. А также мы это сделаем для того, чтобы у зрителей не сложилось однобокое впечатление о стране. Вообще пляжный туризм в Гане развит слабо, поэтому, наверное, не просто будет найти в пределах Акры пляж, на котором будет удобно загорать и купаться. Но за пределами столицы Ганы есть немало пляжей, как совсем уединенных, без какой-либо инфраструктуры, так и в пределах хороших отелей. Правда, именно таких совсем немного. Ну что же, после небольшого релакса, давайте снова вернемся в реальность столицы Ганы. Пусть не такую привлекательную, как пляжи этой страны, но зато интересную. Посещая различные страны, я всегда стараюсь попробовать местную еду. Особенно если это что-то экзотическое. Так и в этот раз. Я узнал, что в Гане считается обычным делом съесть крысу или улитку. Про крысу, а в Гане она называется граскат, я узнал из передачи «Орел и решка». Собственно говоря, поэтому мы решили отправиться в тот ресторан, где ведущие данной передачи пробовали это блюдо. Собственно говоря, вот он тот самый ресторан. Называется он Абаджи. Кто смотрел эту передачу, я думаю, его узнали. Но в данном ресторане нам заявили, что никаких граскатов здесь не готовят и не подают. Поэтому нам пришлось искать местных чуваков, которые смогли бы нам показать, где можно купить данного зверя. Ребята, если кто смотрел «Орел и решку», вот то самое место, где они там ели этого граската, то есть, говоря по-русски, крысу.
Вот на это книжная полка. Короче, ситуация такая. Там, где ели ведущие «Орла и решки», раскатов, то есть, говоря по-русски, крыс там не оказалось. Теперь местный парень ведет нас в то место, где это можно попробовать. Солнышко не слабое, да? Ребят, вы в Африке. Ну да. Так, ну что, видим, подошли мы в этот ресторан. Запах раскатов присутствует. We are having our best way, so definitely log on to that and make sure you win some cool cash this weekend. Just log on Facebook, Twitter, Instagram, use the hashtag. Ну что, попытка номер 2 опять не увенчалась с успехом. Найти раската, чтобы его съесть. Нам сказали, надо идти в другое место. И опять же не факт, что там его подают. В конечном итоге мы выяснили, что этого раската можно купить только на местном рынке. Собственно говоря, мы туда и отправились. Рынки экзотических стран — это вообще отдельная тема. И посещать такие места я очень люблю, так как я считаю, что рынки более всего отображают жизнь обычных людей. Где наши друзья? А пока мы искали раската, мы наткнулись на еще один экзотический деликатес, о котором я упоминал ранее. Это улитки. Hello. Короче, ребят, смотрите, есть такие вот улитки, их можно сожрать, блин. Улитки живые. А где можно сажать? Можно купить и сажать их себе дома. Ну, Maybe it's a cafe, like cafe restaurant. No. This one you buy, take it to the house, you do it yourself. где How much? How much? How much? I mean, I say, chama jala. How much улитка? This one $20. 20? 20 cities. $20? No, it's Ghana cities. Ghana Cities. This one. А, This one. Здесь зажарили моих улиток. Были такие дома находятся. Возьмем одну? ну давай, возьмем. Сейчас, короче, мы собираемся купить улитку, чтобы ее съесть. И это, скажем так, не туристический аттракцион, это местный рынок, где практически нет туристов. Maybe we can cook in the market. Yes, you take it to the house. We can in our house, it's kitchen. If you buy it, she will move it for you. She will take only the meat and go. And you're 25. Okay, so you take two. How much one? You take two. No, one. Huh? One. One is 40. 40. Yeah. Take one. Restart. Будешь есть? Вон, сейчас 50 грамм выпьешь, 100 раз съешь. Я сам срезу не съем такую хуйню. Пойдем. Далее мы вновь отправились искать раската и наткнулись на местную добрую женщину, которая нам указала, где его можно купить. Сухого или зажаренного? Зажаренного. Драйван. А смотри, какие эти. Кто это? Краб. О, краба. This is crab. Окей. No crab. Раскат. Раскат. How much? How am I saying? How much? I don't know. I say. Which one do you like? Small. Small one.
this is a full one. This is full one small. Пиздец, фотоаппарат глюканул, сука. Отключи, вытащи аккумулятор и снова воткни. В общем-то, ребят, добрались мы с Божьей помощью до этих раскатов. И просят цену 200 местных денег. Это примерно 40-50 евро. I'm on the 90. Yeah, 90. Don't worry, after. Go. Come on now. What is this? It's food? Не буду долго вас томить ожиданием, какими на вкус оказались купленные нами деликатесы, а сразу скажу, после долгих поисков кафе, в котором бы нам могли приготовить улитку, такое кафе мы так и не нашли. И поэтому улитку мы отпустили на волю. А так как раскат был уже приготовленный, его, соответственно, мы продегустировали. И хочу отметить, что это вполне съедобное мясо, без каких-либо неприятных запахов. А по консистенции похож на сухую курицу. Ну что, ребята, сейчас мы идем в самое опасное место Ганы. Почему опасное? Потому что здесь проживает самое бедное и нищее население этой страны. И проживает оно на свалке. Вот сейчас смотрите, там, наверное, увидите, мотороллер сзади меня поедет, нагруженный жестяными банками. С гидами мы договорились пройти на эту свалку за бешеные для Ганы деньги $100. Если обычная там экскурсия стоит $5-6 в час, сейчас мы договорились за $100. Гид объяснил такую цену тем, что если мы достанем фотоаппарат или видеокамеру, нас сразу побьют, отнимут и так далее и тому подобное. Но если мы дадим им, скажем так, определенные деньги, нас помилуют. Ну типа того. Вот. И то есть вот эти там, грубо говоря, там 30-40 минут, $100 гид сколько-то зарабатывает. И сколько-то он отдает и местным чувакам. Короче, уже подходим. Сейчас посмотрим, что там будет. В общем-то, уже заходим. Вот такие здесь видоны. Черный дым. Вот местное население. Насколько получится здесь снимать полноценно. Не знаю, посмотрим. Вроде $100 подали. Должно хотя бы что-то получиться. Вообще, на самом деле, данная свалка, называется она Абох-Блаши, примечательное место. Эта свалка является самой большой свалкой электроники в мире. Работает здесь около 20 тысяч человек. И еще примерно 200 тысяч так или иначе связаны с переработкой технологического мусора. Средняя зарплата здесь за рабочий день составляет около $2. Переработка электронного мусора ежегодно приносит Гане от 100 до 250 миллионов $. Завоз данного мусора происходит в обход международных законов. Изначально все завозится под видом гуманитарной помощи для компьютеризации школ, университетов, больниц и тому подобное. А после пересечения границы все просто складывается в грузовики и вывозится на свалку. Чтобы глубже пройти на свалку и иметь возможность здесь что-то поснимать, нам пришлось пройти своеобразный фейс-контроль. Сначала один из наших гидов удалился для переговоров с людьми, которые рулят этой свалкой. Его не было примерно в течение получаса. Потом второй наш гид сказал, что пойдет узнать, что происходит с первым, и пропал тоже на 20 минут. Мы уже начали думать, что нас просто-напросто кинули. Но через какое-то время наши гиды вернулись и сказали, что нас приглашают на беседу. Привели нас в компанию чисто одетых людей, в количестве примерно 10 человек. Разговаривать с нами стал мужчина лет 55, по всей видимости главный среди присутствующих. Он стал рассказывать про тяжелую судьбу людей здесь работающих.
и вообще про непростую жизнь многих людей в Африке. В какие-то моменты тихий и спокойный голос этого человека становился резким и угрожающим, а в глазах его блестели огоньки ярости. В эти самые секунды я думал, может быть, и не стоило нам сюда приходить, сколько же можно судьбу испытывать. В конечном итоге разговор наш закончился благополучно. Нам выделили провожатого и сказали, что снимать можно только с его разрешения. Ну что же, раз нам дали добро, давайте посмотрим, что из себя представляет одна из крупнейших свалок в мире. Можно, да.